Друзья, привет! Это канал The Business, и сегодня у нас на разборе обычная небольшая автомойка на 2 бокса в спальном районе. Мы узнаем, как открыть такой бизнес, какой здесь средний чек, кто основные клиенты и очень много интересных подробностей. Будем начинать. Погнали! Это Евгений и Антон. Они купили автомойку на Авито. Она находится на заднем дворе торгового центра. Давайте знакомиться. Евгений, приветствую. Привет. Привет всем подписчикам. Расскажи, пожалуйста, где мы находимся? Это Кудрово, Ленинградская область. Ну, фактически город. Фактически город, да. Город в городе, я бы сказал. Вы владельцы автомойки. Как так вышло? Смотрели все объявления и просто несколько месяцев ездили на каждую мойку, смотрели цифры, смотрели локацию и так далее. И все, остановились здесь. Для нас это показалось самым таким оптимальным вариантом. Угу. То есть вы ее купили, уже готовую? Подготовленное помещение, да, так скажем. Мы выкупили права аренды на помещение. Какое-то оборудование уже там что-то стояло, но в основном приходилось допиливать со временем. Сколько вложили в покупку бизнеса и впоследствии довложили, чтобы полноценно открыться? На данный момент здесь еще может быть порядка 1,5–2 миллионов. Расскажи, у вас какой вид, во-первых, автомойки, сколько боксов, как устроена работа? На данный момент у нас работает 4 человека, 3 полноценных, 1 приходящий у нас товарищ. Но это какой-то минимальный штат, который требуется. Хорошо. Друзья, сейчас пойдем внутрь, и уже Антон расскажет нам, как там все устроено. Приветствую. Приветствую. Расскажи нам про помещение. Давай проведем небольшую экскурсию. Помещение на 2 бокса, автомойка. Ну, особенности, наверное, одни. Там выгребная яма, сливная яма, подача химии, тоже 2 пистолета, воск, безжирка, все вручную наносится. Здесь администратор сидит, здесь мы камеры показываем, чтобы было видно, чтобы клиенты уже там не мешали работать. Соответственно, можно посмотреть, там, что с машиной происходит там, и так далее. Вот здесь напрямую там можно пообщаться с администратором. Соответственно, тут мы заносим через планшет в программу. Все, что надо, телефон, эквайринг для безнала. Ну, здесь техпомещение. Основное, 2 АВДхи, соответственно, аппарат высокого давления, стиральная машина. Большая необходимость для всех тряпок, для того, чтобы грязью машину не мыть. Самая главная очистная история. Первично вода сливается в яму. Там оседает крупный песок, ну, какие-то там масла небольшие. Тут у нас еще один приямок, но его не видно. Он заложен. Там маслоотделитель стоит. Соответственно, вот эта история для того, чтобы сливать, ну, грубо говоря, воду в канализацию уже чистой. То есть песчаный фильтр, сюда накачивается вода, ну, грубо говоря, грязная с какой-то мелкой грязью, которая не осела в процессе вот первой и второй ямы. Вот. Ну и здесь она фильтруется уже песком кварцевым, то есть, ну, это, грубо говоря, там как бассейная установка. И после этого уже чистая сливается в канализацию. Давай, раз затронули вопрос коммуникаций, откуда вообще берется вода, которой моются машины? А где это начинается? Вода подходит с центрального водоснабжения, подается, поэтому, ну, грубо говоря, там уже давление есть. Вода подается сразу в систему напора, да? Вода подается насос, да. Соответственно, через АВДху выходит сюда. Ну, собственно говоря, все сливается сюда. Это первичная яма. Да, и оттуда выходит в систему Нет, очистки. оттуда выходит во вторую яму. Во второй ямы уже там маслоотделение идет. Ну, какие-то там, грубо говоря, смеси, жиры, там всякая история. Ну и вот это уже последняя очистка. Уже после вот этого вода чистая сливается в канализацию. Самое важное, надо тепло. Обязательно. Зимой машина приезжает во льду, то есть ее надо первой отморозить. Ворота замерзают, все замерзает, соответственно, сотрудники болеют, поэтому тепло, конечно, Как очень... тут обеспечить тепло? Тепло, вот сейчас мы этим вопросом очень сильно озадачились. Вот у нас один висит, вулкан, соответственно, центрального отопления на него не хватает категорически, поэтому мы сейчас ставить будем большой котел и будем вешать второй, потому что ворота открывают, площадь обдува с улицы очень большая, и просто выветривается все тепло моментально. Поэтому
В идеале, конечно, ставят такие здоровые завесы, но опять-таки это деньги и это очень большие потребители тепла. А здесь у вас проведен теплый пол, да? Здесь проведен теплый пол, да, но опять-таки мы готовимся к котлу, то есть у нас еще он не подключен. То есть мы его положили, но вот сейчас котел повесим, мы будем все это заключать, да, в теплый пол. Давай, кстати, про площадь помещения. Площадь помещения, на самом деле, в идеале хотелось бы побольше. Здесь получается всего 90 квадратов. Сам бокс, точно не помню, порядка 70 квадратов. Угу. Какая аренда? Ну, в общей сложности получается порядка 130 с коммунальными, там, со всей историей, с электричеством. Понятное дело, зимой топимся, зимой побольше, зимой, наверное, там до 150 будет доходить. Ну, плюс-минус, опять-таки, то есть тоже сейчас пол подключим, может быть больше. И подскажи стандартизированные размеры одного бокса. Я бы сказал, в идеале один бокс нужен 9 на 5. Тут гора песка, вонища там, вонища тут. Автомойка — это боль. Про расходники рассказывай, что необходимо, что это такое здесь? Вот это, наверное, основная база для того, чтобы мыть примерно 90% автомобилей, и в том числе премиальный сегмент. Соответственно, основной шампунь щелочной, для того, чтобы, ну, грубо говоря, охватывать там практически все автомобили и первая фаза. Угу. То есть автомобиль заехал, его сполоснули водой, дальше вот этот шампунь. Нет, мы, ну, опять-таки, если он там совсем грязный, то мы сбиваем водой. Если он достаточно средне грязный и, ну, такой запыленный, то мы сразу наносим химию, эмульсию. Соответственно, она верхний слой грубый разъедает, и мы сбиваем. И машина, грубо говоря, остается только в небольшой пыльце грязи. Дальше мы уже наносим пену и моем уже вручную. Губка крупнопористая, губки всегда в воде, в специальном ведре, песок оседает, соответственно, там еще такая дополнительная сетка, которая не дает песку подниматься. Соответственно, губка моется всегда чистая. Ну и губки, грубо говоря, мы используем максимум 2-3 раза. Соответственно, крупнопористая губка уже убирает вот этот вот налет. Но машины, которые в керамике, вот еще второй шампунь, он бесщелочной. Для того, чтобы не смывать слой вот этот, да. Нет, вот этот, это воск. Дальше это обезжирка. Обезжирка для того, чтобы убирать какие-то там, ну, более там сложные вкрапления, там какие-то там битумные пятна, легкие, въевшуюся грязь. Соответственно, она, ну, как вот мы людям, грубо говоря, объясняем, чтобы было там более понятно, она разрыхляет лак, вынимает оттуда грязь, которая въелась, и, ну, вымывает, грубо говоря, машину уже там начисто. Соответственно, для того, чтобы использовать обезжирку, надо машину закрывать чем-то хотя бы вот минимально холодным воском. Средства для стекол, средства для пластика. Грубо говоря, когда мы выдаем там услугу люкс, там премиум, там какие-то моменты, вот туда входит пластик, стекла. То есть вот это минимальный, грубо говоря, набор, ну и, конечно, пылесос. Давай расскажем ребятам, как открыть пошагово автомойку, как у вас, на 2 бокса с минимально возможным бюджетом. Да, ну, наверное, как раз-таки это наша история с минимально возможным бюджетом. Минимально возможный бюджет — это где-то, наверное, порядка 3-5 миллионов. Забегая вперед, рекомендация: лучше не открывать прям с нуля, потому что это, во-первых, и цифры другие, очень много согласований придется пройти каких-то, то есть, ну, грубо говоря, со старта это прям крайне тяжело. То есть проще купить что-то готовое. Во-первых, уже будет какая-то там минимальная наработка там клиентов, хоть каких-то можно будет ставить каких-то сотрудников, с ними очень большая проблема, поэтому, ну, будет какая-то база для начинания. Вот я решил открыть автомойку условно, у меня бюджет не ограничен. Пошагово. Первое, что мне нужно сделать? Что, я еду смотреть помещение, например, или что? С чего начинать вообще? С чего начинать? Первое, надо определиться, во-первых, конечно, какая квадратура должна быть помещение, потом, насколько можно углубиться в этом помещении, потому что яма, она необходимая, есть проекты. Сколько здесь яма вниз? Насколько? Здесь небольшая яма, но опять-таки мы брали готовое, выбора не было. Вот, здесь яма где-то сантиметров 25 глубиной. Это, ну, скажем так,
ее просто чаще приходится обслуживать. Вот. Вообще, по-хорошему, она должна быть до 4 метров. В идеале должно быть 4-6 боксов. Для того, чтобы это работало с хорошими зарплатами, с хорошей прибыльностью, с хорошим потоком клиентов, это должно быть 4-6 боксов плюс бокс сухой детейлинга. В идеале, если с нуля, то это, конечно, везде теплые полы. Коммуникации – это важная история. Подвод воды, подвод тепла, отвод воды, слив в канализацию, ну и, наверное, электричество, соответственно, тоже. Чтобы запустить компрессор, чтобы отопить, то есть, опять-таки, это должно быть какое-то помещение, где, грубо говоря, коммерческое помещение, скажем так, не жилое, потому что тут уже коммуникации на уровень выше, чем в обычном жилом помещении. И с коммуникациями связаны некоторые проблемы с водоканалом, с кучей согласований, разрешений и прочее. Да. Соответственно, плюс квадратура. Квадратура, подъезды, заезды, ворота, вода, шум. Вот у нас тоже здесь дома рядом, летом работаем с открытыми воротами, потому что жарко. Вечером приходится закрывать ворота, люди жалуются на шум, даже вот АВДхи, им прям слышно. Дом колодцем, слышимость очень высокая. Понятно, хорошо. Давай подведем промежуточный итог. Мы нашли помещение, выкопали яму, подвели коммуникации, согласовали все с водоканалом. Дальше. Теплые полы. У нас тепло, уютно. Комната отдыха, комната персонала. Я знаю, во многих бизнесах боль ужасная, персонал. Это боль везде. Да. Я бы сказал, все жалуются на это, но, естественно, не без исключения мы тоже на это жалуемся. Текучка присутствует. Плюс ко всему, если прям быть откровенным, то много недобросовестных людей и очень большие проблемы с алкоголем. Сколько получает один мойщик? В целом порядка 80 тысяч. И на такую зарплату люди не идут? Но опять-таки такую зарплату, чтобы получить, это должен быть уже опытный мойщик. То есть для того, чтобы был... Я понял. Вопрос именно в квалификации. Эквайринг – это кредитки. Вот это немаловажная история. Люди очень много пользуются кредитками, соответственно, у тебя вырастает средний чек благодаря этой истории. Не кредитками, картами. Оплачивают картами. Кредитками. Именно кредитными картами? Да, кредитными картами. И вот это на самом деле основная первичная история, почему нужен эквайринг. То есть люди очень много пользуются кредитками. И это очень сильно расширяет их платежеспособность. Вот так. И все, в принципе, наверное, основные моменты соблюдены, можно открываться. Основные, да, у нас еще у нас территория закрытая, у нас шлагбаум, поэтому у нас еще администратор. Но по сути для обычной мойки он, скажем так, желателен, но не обязательно. Суммарно, сколько денег потребуется на открытие с нуля, вот пошагово, как мы с тобой обсудили? Сколько на сегодняшний день примерно по деньгам это выйдет? Мы считали 5 лет назад, это где-то 25 миллионов было, сейчас это, наверное, 35-40 миллионов. Давай рассмотрим второй вариант, если мы открываемся, изначально купив готовую автомойку. Где выбрать, где искать, как выбрать, на что смотреть при выборе. Вот, например, на Авито я открываю, купить автомойку. И вижу объявления, их очень много, на что смотреть при выборе. Соответственно, конечно, да, это только Авито. При выборе помещение очень важно. Зональность этого помещения. Локация. Локация, да. И, соответственно, я бы, наверное, в первую очередь посмотрел бы на чистоту документации. Очень большая проблема в наше время. Многие мойки открывались не пойми как, не пойми где, без всех документов, без согласования. Вообще, просто вот она есть и все на этом. Все, что находится, грубо говоря, отдельно стоящим зданием, это очень много там на гаражных кооперативах открывается и так далее. Это вся максимально нелегальная история. Когда-нибудь с этим возникнут 100% большие проблемы, соответственно, попросят большие взятки, скажем так. Документы там невозможно, в принципе, никакие сделать. Вы когда покупали, в каком состоянии здесь была финотчетность? Клиенты были, мойка была в прибыли? Да, клиенты была в прибыли, но, скажем так,
она работала наполовину, вот, потому что здесь задействован был только один бокс. Но, в принципе, для одного бокса здесь такой товарищ был достаточно педантичный. Здесь все было чистенько, убрано, ухожено. Вот. То есть объект был достаточно хороший. Я считаю, что нам повезло, потому что чаще всего объект продают, когда он либо убыточный, либо, грубо говоря, приносит какие-то обременения человеку. Вот. А здесь случай не такой. Человек переезжал в другой город, соответственно, поэтому продавал этот объект. Тут мы, грубо говоря, там поставили видеонаблюдение, улучшили какие-то моменты там с отоплением, там, что-то подремонтировали, опять-таки те же ворота там работали, доделали, вот. Докупили какое-то оборудование, там тот же самый там дозатрон доставили, там еще что-то, добрали людей и запустили там оба бокса, и, скажем так, вложились в рекламу, до сих пор мы в нее значимо вкладываемся, запустили там всю электронную программу, эквайринги, все эти истории, и, скажем так, это все как-то заработало. Маркетинг. Где и как ищете клиентов? В первую очередь это Яндекс.Карта. То есть у нас там запущена рекламная кампания, Яндекс.Карта работает. Вы, кстати, выделяетесь, если набрать в Кудрово автомойки, да. Ваша точка самая большая, самая жирная. Да, это работает. Люди с Яндекса приходят. Пробовали 2GIS, не работает. Может быть, что-то мы не так делаем, но это не первая точка, на которой мы запускали 2GIS, и он не работает. У нас, по крайней мере. А потом мы пробовали, понятно, наружная реклама. Она бесплатная реклама, да. У нас летом стоит такой товарищ, который машет рукой, какие-то билборды там и так далее. С нами работают СММ-специалисты. Это контакт. Что-то снимаем, какие-то фото, видео, местные группы ВКонтакте, проводим какие-то розыгрыши, сертификаты разыгрываем. Вот так, это тоже работает. То есть большой поток новых клиентов приходит с соцсетей. Сейчас постепенно начинаем двигаться Инстаграм, запрещенный в нашей стране, к сожалению. Телеграм неплохо отработал, кстати. Самый дешевый, наверное, из всех инструментов, что мы использовали, это Telegram. А где там рекламируетесь? Группы, местные группы. В Кудрово? Да, и кудровские группы, стоят копейки, и люди приезжают. Мне порекомендовали, мы хотели клеить наклейки на автомобили, и при этом клиент получает 10% скидку. Давай здесь кратко пробежимся. Почему такое название, во-первых, и почему на логотипе автомойки мотоцикл? Да, многие задают этот вопрос. Даже с этой наклейкой мне говорят, мы бы наклеили наклейку на заднее стекло, если бы у вас была машина. А у нас мотоцикл. Вкратце, это аббревиатура B2R, Born to Race. Born to Race, рожденный для гонок, это профессиональная гоночная команда в Санкт-Петербурге, я когда-то выступал за нее. И решили вообще двигаться в этом направлении, потому что мне вообще хотелось здесь что-то не просто сделать мойку, а что-то особенное. У нас есть еще возможность расширения, и мы планировали там сделать целый музей. У меня там в планах был мотоцикл на цепи повесить там и так далее. Пока это скромно, места не хватает, сделали вот так. Вернемся к этой акции. Как она прошла? Неудачно. За полгода у нас сколько? 2 наклейки, да, мы... И то буквально недавно, хотя в эти наклейки мы там закинули, по-моему, 20 тысяч рублей, да? У меня целый ящик этих наклеек, мы не знаем, что с ними делать. Давай плавно перейдем к системе учета вообще и обсудим оборот, расходы, доходы. Система учета, это самое примитивное, я сейчас покажу наглядно. CRM-программа. Как называется? Клиент контроль называется. Что здесь есть? Тут можно вводить клиентов? Все, пожалуйста, считается конечно, оборот, да. Считается оборот, мы смотрим там сумму на начало смены, расчетная выручка за сегодня. У нас мы открылись, у нас первый автомобиль. Здесь считается зарплата, совмещение там и так далее. Какой средничек, кстати? Наверное, 500-700. В среднем на год, если взять.
Какие статьи расходов есть? Основная статья, конечно, заработный фонд. Это Давай, статья расходов и процентное соотношение от оборота. заработный фонд порядка, средний 35%. 35-40 даже, ближе к 40. Это основная статья. Аренда? 130 мы уже знаем. Да. Расходники? Да. Химия, коммуналка. Это те статьи, которые присутствуют ежемесячно. Тоже какой процент? Я в цифрах лучше сейчас скажу. Коммуналка летом порядка 7-10-12 тысяч. Опять-таки зависит от воды, от электричества и так далее. Химия порядка 5-7%. Это оборот. От оборота, да. Это химия. И основной вопрос, который волнует всех, наверное, зрителей моего канала, сколько чистыми в год, например, и среднемесячно может приносить вот такая автомойка на 2 бокса в густонаселенном районе? Меня тоже интересует этот вопрос. Больше, чем подписчиков, наверное, так как я заинтересованное лицо. Я думаю, что цифры точные я сейчас не назову. В среднем, наверное, 250-300 тысяч. Да, это именно в том формате, в котором мы сейчас работаем, на который мы вышли. То есть изначально это были другие цифры, но перспективу здесь увеличить, процентов на 150 можно. За счет чего? За счет расширения, в первую очередь. Наша основная проблема то, что мы ограничены пространством. Мы сейчас в дальнейшем все-таки планируем расширяться, у нас есть такая возможность. Еще порядка 70 метров мы будем присоединять к себе. Но, опять-таки, это вопрос бюджета. Да? Мы посчитали, еще плюс 3 миллиона к этому. Вот немножко затягиваем. Какой у вас график работы? График работы с 9 до 9. Почему не работаете круглосуточно? Мы об этом думали, но опять-таки тоже очень много разговаривали уже с готовыми, раскрученными мойками. Все говорят в один голос, что ночью работать не перспективно. Во-первых, надо увеличить штат сотрудников в 2 раза. Ночью работают только те, кто моет каршеринги. Объясним, у каршеринга есть партнерская система, в которую можно подключиться любой мойке, в принципе, да? И ночью будут приезжать каршеринги мыться. В нашем случае это невыгодно, потому что оборудование летит просто моментом. То есть они моются задешево, их много, и это другой сотрудник. То есть, грубо говоря, на каршеринг, они супер качество не просят. Им надо, чтобы было посредственно чисто, поэтому там, грубо говоря, наработка на объем. То есть у нас больше на качество. Если ты, допустим, хочешь мыть премиальный какой-то сегмент, то это больше качество, не количество. Если ты моешь каршеринги, то это количество. Давай расскажем про разницу мойки и самомойки. Я знаю, при открытии вы сравнивали, что открывать. Почему выбрали такой формат и какие принципиальные отличия при открытии между ними? Наверное, самая большая отличительная особенность – это деньги. Для того, чтобы открыть самомойку, либо, допустим, купить какую-то готовую, то есть самомойка, в принципе, не работает все, что меньше 4 постов. Она должна быть, грубо говоря, 6 и больше. Там минимум сотрудников, минимально 2, чтобы они работали круглосуточно, посменно. Химия, коммуникации, какая-то очистка, грубо говоря, он просто контролирует, как это все работает. Все остальное, грубо говоря, удаленно и так далее. Химию привозят доставкой, то есть это все проще. Почему глобально дороже выходит? Глобально дороже, потому что это, скажем так, система в системе. Она полностью автономна. Плюс ко всему, это опять-таки, это же зима. Там все завязано на операционную систему. Все, что мы делаем вручную, грубо говоря, у нас какие-то смешиватели химии и так далее, это все ручное, то есть он один бачок, он это все разбавляет вручную, поменял это вручную, то там стоит определенная установка. И там под самой этой самомойкой, под землей еще, грубо говоря, одна самомойка. Есть ли у этого бизнеса сезонность? Конечно, зима, и весна, это такой считается самый сезон. И, естественно, самый пик сезона, не знаю, почему так работает, новогодняя эта история, люди прям ломятся.
То есть, ну, тут практически условно в драку мы закрываемся, потому что люди там, давай, помой машину. Насколько разнится оборотка зимой и летом? По сути, зимой и летом она не отличается, ну, наверное, плюс-минус там 10%, наверное, прыгает туда-сюда. Вот. А так в целом, если там детейлинговых моментов нету, то это прям разница процентов на 40 доходит, там даже на 50 бывает. Ребята, если кто-то хочет открыть мойку, это такое очень интересное занятие. Это нужно быть либо сумасшедшим, либо очень любить это дело и иметь на это деньги. Можно заплакать. Сейчас это все закончится, я буду плакать. Если это какая-то одна единица, одна точка, то это только участие, самостоятельное участие. Нужно сидеть, вникать, работать, много времени проводить. Если какие-то есть разбеги по расширению, когда у тебя там 2-3 точки, там 5-10 и так далее, тогда уже есть возможность и средства взять управляющего, тогда лучше. А так это только ручное управление. То есть здесь нужно сидеть, показывать пальцем, что делать, куда делать и так далее. Вот в этом, наверное, минус этого вида деятельности. Это ручное управление, еще раз повторю. Сам должен этому посвящать огромное количество времени. И все должны понимать, в каких условиях все это... Так грустно говоришь. Немножко, да. Вот Все грустнее, я смотрю, к концу интервью все грустнее. Мы сейчас 2 часа здесь снимаем, у меня замерзли ноги, потому что у нас пока не работает теплый пол. Сейчас я выйду, у меня пропахнет куртка. Поэтому, ну, это издержки такие, надо быть к этому готовым. Ну, вообще интересно, конечно. Ну, для меня это было интересно. Я закрыл такую мечту, наверное, детства, потому что я там в 8-9 классе на набережной с ведром, с тряпкой, с веревкой кидал ведро в воду и мыл машины. Это какой-то такой своеобразный был такой гельштадт, я закрыл для себя. Ну, этим нужно болеть, этим нужно быть заинтересованным. Тогда у вас все получится.